Привет, друзья! Сегодня мы находимся в одном из белых городков Андалусии. Причем он является одним из красивейших деревень в Испании. Видите, какая табличка? Un de los pueblos más bonitos de España. Хиналь Гуасит. И если вы, допустим, путешествуете по Испании и видите такую табличку, она есть по всей Испании и на островах, обязательно заезжайте и смотрите. Так, этот город чем еще знаменит? Он не просто красивый, он еще город-музей. И сейчас мы посмотрим, что там такое. Поехали! Сразу скажу, это пуэбло находится далеко от туристических троп. Целых 2 часа от Малаги. Оно затеряно среди гор Сьерра-Бермеха. И почему они называются Бермеха? Потому что земля имеет такой красно-коричневый цвет. Мы приехали к обеду, поэтому сразу пошли в кафе. Это прекрасное кафе называется El Refugio, и оно вот с таким чудесным видом. Это первый испанский городок, в котором я увидела больше кошек, чем собак. За время обеда я неожиданно собрала всех котов вокруг себя. Муж меня назвал La Reina de los Gatos, то есть королева котов. Мой лайфхак путешествий по Испании. Приходите обедать пораньше, то есть где-то в час 30. И после этого можно спокойно прогуляться во время сиесты по полупустому городу, пока испанцы обедают. Хотя этот город и так пустой, тут живет всего лишь около 400 жителей. Трудно поверить, что сейчас ноябрь. Все такое зеленое, цветущее. Вот такая красивая Андалусия осенью. Но перейдем к самой главной площади города. Это площадь Конституции, и с нее открывается шикарный вид на горы. И мы случайно попали на местную ярмарку. Даже самодельное пиво, cerveza artesanal, и тыква, которая весит целых 26 килограмм, что-то мне кажется меньше. Также был мастер-класс по созданию веников. Смотрите, вот церковь, и при ней кладбище. Испанское кладбище. Я чуть-чуть загляну. Внутрь заходить не хочу. Оно выглядит вот так. Ну что и все о цветочках да о церквях. Перейдем к изюминке этого города. Это город-музей, город искусства под открытым небом. Нужно идти и постоянно оборачиваться по сторонам, чтобы не пропустить интересные моменты. Под ноги тоже нужно смотреть. Это знак Pueblo Хиналь Гуасиль. И вот стул на курьих ножках. У всех объектов искусства есть таблички. Можно прочитать, кто сделал, что значит. Если вы посмотрите наверх, то увидите этих причудливых человечков. Мне кажется, они загорают. К нам пришел местный житель поздороваться. Привет! Он что-то молчит. Вот что я не ожидала тут увидеть, так это розовую пантеру. На самом деле очень много таких белых деревень с синими горшками, цветами. И такое, чтобы было на улицах города различные статуи, картины, такого я еще не видела. И реально, не зря он носит название «Город-музей». Конечно, он далеко, но если у вас будет возможность, приезжайте сюда и посмотрите. Вот эта женщина беременная. Муньека Принья. Принья — это вообще такое андалус. Потому что должно быть по-испански приньяда. А этот памятник очень похож, как в Малаге. Прям стиль у всех одинаковый. Называется «Иммигрант». Конечно, вид тут чудесный, просто на горы. Ноябрьское теплое солнце. Как вам такой
трон, садишься в него и наблюдаешь. Посмотрите, какие виды. И вот так вот. Я сижу и смотрю. Вообще чудесно. Тут кактус очень странную форму имеет. Кошка нам нашла новый экспонат. Посмотрим, что это за нагромождение велосипеда, стульев, труб. Кая Сан-Хосе. Смотрите, кошка наш гид. Она нас куда-то ведет, явно знает. Тут красивые места. Ну что, последуем за ней? В этом небольшом городке даже есть музей современного искусства. И сейчас мы пойдем посмотрим, как он выглядит внутри. В нем нас ждет один сюрприз. Это похоже на тараканов летающих. Мне хватает их на улицах, еще в музее смотреть. В очередной раз я понимаю, что современное искусство мне похоже недавно понять. Вот посмотрите, перчатки, какой-то журнал рабочий, весь в краске. Просто взяли с завода, положили. Красота. Или вот эти картины. Серые. Серые квадраты. Типа Малевич. А вот еще какое количество журналов. Покрасили разной краской. Красота. Присмотритесь к этим листкам растений. Видите, они все повреждены, все в дырках. И нам потом руководительница музея объяснила, что вот эта лента, она тоже вся в дырках, как эти растения. И если запустить механизм, то мы услышим музыку, как звучит каждый листочек. Вот такое вот современное искусство. А вот и сюрприз. Этот музей имеет несколько красивых террас с видом на город. Ну, ведь правда же красиво. Сейчас попытаемся зайти вот сюда. Так, нет. Закрыто. И город весь как на ладони. В Андалусии очень много таких белых городков. Есть даже целые экскурсии по этим белым деревням. Если вам это интересно, можете посетить. Это самая высокая терраса Музея современного искусства. В этом его большой плюс. Так что 2 евро стоили того. Небольшая плата за вход. А виды тут потрясающие. Вот такая обзорная площадка. Вокруг горы. И как они пропагандируют, чтобы искусство соприкасалось с природой. Зайти в музей современного искусства стоило хотя бы ради этой прекрасной террасы. Вид на горы, здесь церковь, здесь белый городок. Вообще красота. Советую. Я думаю, 2 евро не такая большая сумма. Посмотрим еще на красоты этого города. Мне это дерево с головами напоминает какой-то знаменитый памятник. Вот не могу вспомнить. Если вы помните, напишите в комментарии, пожалуйста. Очень красиво. Так хорошо все вырезано. Блин, ну совсем не соответствует городу, всего 400 человек. И в нем столько искусства. Эта фигура мне очень нравится. Особенно фраза испанская «Estoy hasta el moño de subir cuestas». Это означает, что она задолбалась подниматься по этим горам. Вы видите, уже правильная фигура. Это Пуэбло еще знаменито тем, что тут празднуют сбор урожая каштанов. Это обычно происходит в конце ноября. То есть уже совсем скоро. И вот как раз растет каштановое дерево. А вот и нашла такую красивую карту со всеми достопримечательностями.
Мне кажется, хоть мы и гуляли по городу несколько часов, но так все и не увидели. Желаю вам это осуществить. Типичный стереотип об испанцах, что у них всегда сиеста, и вот картина отображает ее. И котик тоже на сиесте. А на этой картине изображен типичный промысел этого региона, как срывают кору с деревьев для создания пробок. Обратите внимание, в этой Сьерра-Бермехе, то есть в этих горах, мы встречаем часто такие деревья с обрезанной корой. Что это значит? Что эту кору используют для пробок, для вина. И это дерево уже начало зарастать, а когда только новый срез, то кора имеет такой коричневый, ярко-красный коричневый цвет. Это когда только срезано, так вот по дороге мы встречали. Но это очень долгое время, посмотрите, какой толщины кора и сколько срезали. Какие интересные кувшины. Ложь, ментирос, соль и сахар, сальтенс, шуга и либидо. А на выходе из деревни Вот это произведение искусства содержит в себе послания в бутылках, как если бы их нашли в море и потом запечатали в бетон. Вам нравится? Для меня так себе. Необычно, конечно. Конечно же, потрясающий вид на горы. Это вне всякого сомнения. Друзья, надеюсь, вам понравилось это чудесное и красивое Пуэбло Хиналь-Гуасиль. Посмотрите на эту красивую карту. Вот он тут находится. Тут очень много в этой Сьерра-Бермехе Пуэбло. Альгатусин, Виналаурия, Хубрики, Минадалид, Атахате. Я в них не была. Хиналь-Гуасиль мы тоже первый раз, чисто случайно увидели, что это город-музей, поэтому его посетили. И также, если у вас будет возможность, тоже посетить. Он, конечно, находится не очень близко от крупных городов, но если будете, например, в Эстепоне или Марбейе, то можно доехать. Тут красивые места, красивые горы. Надеюсь, вам понравилось. И если вам понравилось, то поставьте лайк этому видео и увидимся в следующем. Ну что, до скорого. Адьос. Пока.